Xiaomi 13 Ultra — один из самых интересных флагманов и, в принципе, смартфонов в этом году. В этот раз Xiaomi сделали огромный упор на камеру. Тут и хорошая оптика-отлейка, и топовые матрицы от Sony, но все ли так хорошо со всем остальным, или получилось все как обычно? Вот про это сегодня и поговорим. В общем, есть что рассказать спустя почти месяц использования. Покажем, сравним, сделаем выводы. В комплекте с 13 Ultra идет очень неплохой пластиковый чехол. Ходить с таким спокойно можно. Выглядит он нормально, не пожелтеет, сидит очень плотно. Быстрая зарядка на 90 Вт, и вот это странно, потому что даже в среднебюджетных смартфонах Redmi кладут уже на 120. Ну и разъем в блоке USB-A, а не USB-C, если кто-то ждал. Ну и также в комплекте кабель с USB Type-C, скрепка и документация. Сам телефон, кстати, вживую выглядит еще лучше, чем на фотках, а вот лежит не сказать, чтобы очень удобно. Тут все-таки и диагональ огромная на 6,73 дюйма, вес 227 грамм и огромная камера. Это, конечно, не самый тяжелый телефон и не самый огромный. iPhone 14 Pro Max, например, будет и шире, и тяжелее. Ну и рамки с экраном у 13 Ultra скругленные, так что в руке он лежит лучше. Вес, как вы понимаете, смещен кверху, и камера в этом случае превращается в своеобразный упор, так что вертикально телефон держать даже удобно. Но блок камер просто огромный. Он мало того, что сильно выпирает, так еще и установлен на возвышении в корпусе. И вся эта конструкция в толщину около 1,5 сантиметров получается. В целом понятно почему, но держать телефон горизонтально очень неудобно. Рука ложится прямо на камеры, и в итоге камера всегда заляпана. Плюс, когда телефон лежит на столе, он превращается в трамплин. Но хотя бы не сильно шатается. Покрытие из высокотехнологичной нанокожи выглядит на самом деле дорого, на ощупь приятное покрытие, но непонятно, что с ним будет после длительного использования. Хотя Xiaomi обещают, что крышка не пачкается, не желтеет, легко чистится, 99% бактерий уничтожает, но я бы предпочел все-таки ходить с чехлом, наверное. В остальном рамка металлическая, пылевлагозащита IP68, справа кнопки громкости и блокировки, снизу разъем под 2 сим-карты, без microSD само собой, микрофон, Type-C и динамик, сверху второй динамик для стерео, 2 дополнительных микрофона и инфракрасный порт. Многие его недооценивают, но вот летом, когда стоишь где-нибудь в очереди, кондиционер настроить под себя прям хорошо. Экран. Если не лучший, то точно один из лучших экранов среди флагманов в этом году. Новая AMOLED LTPO матрица, изогнутая по краям, с диагональю 6,73, созданная TCL совместно с Xiaomi, заявлена на минуточку 2600 нит пиковой яркости. Даже при очень солнечной погоде видно все замечательно. В обычном режиме не на солнце тоже очень ярко, 1300 нит. За все время использования проблем с яркостью не было вообще. Цветовая гамма P3, разрешение 3200 на 1440. Для такой диагонали это плотность пикселей 522 ppi, изображение очень четкое, пиксель не видно вообще никак, есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, частота подстраивается от 1 до 120 Гц в зависимости от того, что происходит на экране, то есть экономит зарядку, при этом выдавая плавную картинку. Рамки достаточно тонкие, даже нижняя не особо сильно выделяется. В общем, к экрану претензий 0. Единственное, не всем могут понравиться закругленные грани, и это понятно, стекла практически не найти, придется пользоваться пленками. Тем более сканер тут подэкранный, работает, конечно, быстро, пока не поклеишь стекло. С пленками ситуация, конечно, получше. Про производительность. Процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 512 встроенной памяти UFS 4.0. Стоит ли вообще говорить, что все здесь просто летает? В Geekbench 6 2000 на одно ядро и 5500 в многоядерном тесте, 1,5 миллиона в AnTuTu и хороший результат в получасовом тротлинг тесте, но разогрелся он до каких-то вообще адских температур. В играх такого сильного нагрева, конечно, нет, но руки греет нормально, так ощутимо. Максимальный FPS в любых играх вообще, в CarX 120 кадров, Asphalt 120 кадров, Call of Duty PUBG стабильно 60 и Genshin Impact 55-60. Все игры, само собой, тестировались с максимальными настройками графики. Также протестировали, как ведет себя телефон при долгой игре, как быстро разряжается. На максимальной яркости, с максимальными настройками и записью экрана, в Геншине из-за нагрева яркость снизилась всего на 7-й минуте. Разрядился телефон с 50% до 1 за 1 час 45 минут, и это реально неплохо, потому что, напоминаю, это запись экрана, максимальные настройки и максимальная яркость. И вот после того, как он разрядился, пришлось достать 90-ваттную зарядку, которая обещала зарядить его за 35 минут. Но что-то пошло не так, и заряжался он аж 51 минуту, что как бы ни разу не 35. No, don't like that.
Аккумулятор на штатные 5000 мАч хватает, как написано на сайте Xiaomi, на 1,34 дня, прям так и написано. По факту примерно день-полтора, в зависимости от использования. Есть беспроводная зарядка, тоже быстрая на 50 Вт, и реверсивная зарядка. То, что тут стоит самый производительный мобильный процессор, топовый экран от TCL, премиальные материалы, это все, конечно, прекрасно. Но этот телефон все-таки про камеры. И тут все очень хорошо. 4 сенсора, никаких бесполезных затычек на 2 мегапикселя для боке и искусственного интеллекта. Топовые сенсоры от Sony, основной IMX 989 на 50 мегапикселей со сменной апертурой. Можно выбрать либо 1.9 для более сильного размытия, либо 4.0, так будет меньше размытия, снимок получится более резкий, но понадобится больше света. Все остальные камеры на 50-мегапиксельном IMX 858 это и ширик с углом 122 градуса, который умеет делать макрофото, и два телевика на 2.6 с кропом до 3.2 и на 5. И это замечательно, потому что, переключаясь между модулями, вы не получите очень разную картинку. И всегда можете понимать, что вы от каждой камеры получите, потому что модули здесь одинаковые. Все линзы на всех объективах от Leica. Они же настраивали камеры, плюс добавили пару стилей, чтобы приблизить фотографии к их камерам, и выглядят они реально годно. Оптическая стабилизация есть на всех модулях. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Характеристики и модули это, конечно, замечательно, но сейчас наконец-то посмотрим на фотографии. В темных условиях iPhone старается вытянуть тени и повысить резкость. На 13 Ultra такого нет, и может показаться, что фотография не такая качественная. Но на деле на Xiaomi нет шарпа, более естественные тени и отсутствуют артефакты. Вторая пара фотографий очень отличается по цветопередаче, более естественная на 13 Ultra, по деталям плюс-минус одинаково, но на iPhone все так же видно шарп. Если говорить про сверхширокоугольный модуль, то на Xiaomi угол шире и несмотря на это меньше дисторсия по краям. Темные участки фото светлее на Xiaomi, но деталей меньше, чем на iPhone. Опять же из-за повышения резкости. В целом снимок на iPhone более блеклый даже при солнечной погоде. В целом все то же самое видно и на следующих фотографиях. В том числе и на телевиках. Снимок на Xiaomi получился темнее из-за стиля Leica Authentic, но если переключиться на Vibrance, получим такую же историю, как на iPhone. Опять же, если очень сильно приближать, прекрасно видно, как iPhone шарпит фотографии. Само собой, если сравнивать цифровой пятикратный зум на iPhone с оптическим на Xiaomi, то на 14 Pro Max будет меньше деталей. Было бы странно, если бы было наоборот. В портретном режиме с размытием все та же ситуация с повышением резкости на 14 Pro Max. Из-за этого переход в боке очень резкий, в плохом смысле. На 13 Ultra выглядит более естественно, особенно заметна разница при контровом свете. Также при съемке против света на фотографиях с 14 Pro Max появляются всеми любимые айфоновские блики. Плюс на 13 Ultra есть несколько портретных стилей под разные объективы, и вот еще посмотрите, как бережно Xiaomi относится к волосам. С макро все отлично на обоих смартфонах, но iPhone фокусируется при более близком расстоянии. В плане видео оба смартфона хороши, со стабилизацией справляются отлично, а вот на максимальном зуме 13 Ultra, конечно, чувствует себя лучше. В некоторых случаях 13 Ultra делал слишком яркие видео. Если подводить итоги, то телефон реально про камеры. Все-таки к мощным устройствам от Xiaomi с хорошими материалами, хорошими экранами мы уже привыкли, а вот действительно достойные камеры, которые хороши и в плане фотографий, и в плане видео, с хорошей оптической стабилизацией, с хорошим зумом, с хорошей матрицей, этого от Xiaomi ждали давно. Теперь эти камеры реально можно сравнить с теми же айфонами, с флагманскими самсунгами, и аппарат не то что не стыдный, не то что сравнимый с другими брендами, это, наверное, одна из лучших камер в принципе сейчас в мобильных телефонах. В итоге, на самом деле, получился отличный смартфон, который раскрывает себя после того, как им основательно попользоваться. Первые впечатления от него не такие положительные, ничего крышесносного на первый взгляд не заметно, выглядит как стандартный Xiaomi, не считая камеры, работает быстро, как и любой другой флагман, но со временем понимаешь, за что такие деньги, начинаешь проникаться внешним видом, понимаешь все фишки камеры, а камера тут действительно лучшая среди актуальных смартфонов. Leica тут очень постарались и со стилями, и с портретными режимами. Очень понравилось, что нет повышения резкости, фотки из-за этого выглядят очень естественно. В общем, отличный флагман с лучшей на данный момент камерой.
Дорого, конечно, но мне кажется, что в данном случае есть за что. Но решать, конечно, вам. Как всегда, оставим ссылки на наш сайт, на наши лучшие цены на маркетплейсах в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, что думаете насчет этого смартфона.